привет, и кто меня не знает, я Айсулу, и это канал Fancy Something. Да, август, кое-кому пора готовиться к учебе, слава богу, не мне. Но мы это будем делать с удовольствием, так как я подготовила вторую часть переделок мужских рубашек XXL в стильные вещи. Первую часть с летними платьишками ты найдешь вот здесь, кликай. Я понимаю, у кого-то все очень строго по поводу одежды, у кого-то вообще форма. Если ты один из них, оставь в комментариях плачущий смайлик. Мы вам посочувствуем. Я долго думала над тем, какие модели подобрать, и решила, что всем не угодишь, поэтому я шила такие вещи, которые были приемлемы в тех школах, где училась я. В общем, деловой стиль и минимализм. Кстати, те, кто уже давно закончили учебу, так же как и я, вам тоже подойдут эти идеи для повседневной жизни, стоит только заменить принт на более яркий. О, кстати, на моем втором канале Айсулу Нуртаева вышло новое видео, где я крашусь и болтаю, поэтому кликай сюда и подписывайся, там очень много контента уже. Ты, скорее всего, все пропустил, поэтому кликай. И да, мой инстаграм, Fancy Something, не забывайте и про него. Ну а мы поехали! И это первая мужская рубашка. Она достаточно плотная, байковая, сдержанных цветовых оттенков. Думаю, такое будет приемлемо в школе. Ну и, конечно же, она размера XXL. Ну что ж, начнем по порядку с первой рубашки. Видите кармашки? От них нужно избавиться. Все нитки нужно распороть. У меня специальный инструмент, распарыватель. Один ушел и второй тоже. Сверху над предпоследней пуговицей, чуть выше на 2 см, проведите линию длиной в 10 см. От этой линии внизу оставьте метку в 30 сантиметров. Это тот самый уровень, где будет находиться талия. Она нам поможет ориентироваться в дальнейшем. От этой линии вверх оставьте метку в 7 сантиметров. Это так называемая пройма, место для подмышек, но только очень широкое. От этих меток я провела вот такие дуги, не обращайте внимания. Измерьте свои бедра и эту длину поделите пополам. Получившиеся параметры перенесите на эту линию. Мой отрезок длиной в 46 сантиметров. Теперь снизу проведите линию, проходящую через эту метку. То же самое повторяем с другой стороны. Проводим линию через отметку бедер. Видите, не состыковочка. Вот здесь совпало, а вот здесь нужно подкорректировать, и вот такие дуги у нас получились. Теперь вырезаем эту выкройку с припусками на швы 1,5-2 см. И да, мы вырезаем это вместе со спинкой. У нас должны получиться две детали. Пока лицевую сторону уберем в сторонку, вот она наша спинка. С ней еще нужно поработать. Складываем эту деталь вдоль пополам. На расстоянии 10 см от верха поставьте метку. Ширина этого отрезка будет 3 см. Потому что ширина одной лямочки будет 3 сантиметра. А почему 3? Смотрите далее, объясню. Теперь эту метку соедините с проймой в виде вот такой плавной дуги. Я ее сделала на глаз, теперь вырезаем с припусками на швы 1,5-2 сантиметра. Разворачиваем, и вот что у нас получилось. Складываем две детали вместе лицевой стороной друг к другу и прошиваем боковушки вот в этих местах. А сейчас мы займемся лямками, и для комбинезона нам понадобятся вот такие крепежи. Ширина этой штуковины 3 сантиметра, значит и лямочки должны быть шириной в 3 сантиметра. Если у вас такой штуки нет, можете просто пришить лямки. А лямки мы сошьем из рукава. Сначала его нужно разрезать, чтобы у нас получилось рабочее полотно, ткань. И в самой длинной части рукава я поставила метки шириной 8 сантиметров. Это будет ширина полоски. Вырезаем. Заготовьте две детали из двух рукавов. Складываем детали вдоль пополам и прошиваем по краю. Здесь очень громкий звук машинки, поэтому послушайте мое пение. Вот что у меня получилось. Теперь все это нужно вывернуть наизнанку. Понимаю, это очень маленькое отверстие, но это возможно. Поэтому все это ускоряем, и вот что у меня получилось. Это необходимо проутюжить, чтобы эта трубочка стала похожа на лямку. Теперь берем эту металлическую штучку и продеваем в нее нашу полоску. Вы можете проследить за видео, как это делается, либо просто загуглите. Ну вот и все, готово. Выглядит очень аккуратно. Второй кончик лямки приложите к спинке комбинезона. Приложите их прям близко-близко друг к другу. Прострочите сверху и оберните все края. И вот что у меня получилось. Видите? Видите? Смотрится аккуратно. Мне нравится. И да, помните эти кармашки? Один из них я решила пришить спереди. И не забудьте про пуговицы. У меня вот такие металлические. Приложите одну лямку к сарафану. Найдите подходящее место для пуговицы и пришейте. И вот и все. Готово.
Вы можете наблюдать результат до и после. Перемены невероятные. Если жарко, можно носить с футболкой. Если игривое настроение, то с яркой футболкой. У меня, естественно, в желтом цвете. Заиграла по-другому. А если холодно, можно надеть водолазку, теплые колготки. Стало теплее и все так же стильно. Ну а если совсем холодно, то большой объемный свитер как раз в тему. Можете поиграться с расцветкой в зависимости от заведения, в котором вы находитесь. Вот несколько идей, как можно носить комбинезон в школу. С плотными колготками, белой кофточкой. Это может быть водолазка, либо большой объемный свитер. Можно поэкспериментировать с цветом комбинезона и носить в повседневной жизни более яркие и веселые варианты. Ну что ж, а теперь приступим к голубой рубашке. Она в горошек, кстати. Будем шить блузку. Для этого возьмите какую-нибудь свою футболку и наложите поверх рубашки. Это вам поможет определить, где у вас будут плечи и горловина. От линии плеч вниз отмерьте 29 сантиметров и проведите горизонтальную линию. Отсюда будут начинаться рюши прямо под грудью. Длина этой горизонтальной линии примерно 45 сантиметров. Это расстояние я выбрала на глаз. Оно обязательно должно быть чуть меньше ширины самой футболки, как минимум на 20 сантиметров. От этой линии вверх отмерьте 7 сантиметров, здесь будет пройма, и соедините эту метку с линией плеч. Она доходит аж до начала рукава. Получается, эта точка самая широкая в рубашке. Она шире, чем эта горизонтальная линия, да. В описании под видео я оставлю свою схему для наглядности. Ну что ж, теперь вырезаем эту часть с припусками на швы 1,5-2 сантиметра, не забывайте. Получилась вот такая одна деталь. Прикладываем ее лицевой стороной ко второй части рубашки. Прям оденьте ее на пуговицы, чтобы ничего не покосилось. Аккуратненько все раскладываем и вырезаем. Уже без припусков на швы. Они уже учтены в первой детали. Та-дам! Вот такая деталь у вас должна получиться. Это перед. Теперь эту деталь переносим на спинку, прикладываем лицевой стороной друг к другу, отрезаем нижнюю часть и вырезаем спинку. Кстати, деталь должна находиться чуть ниже, чем вот эта горизонтальная полоска на спине. Я не знаю, как объяснить, что это такое, но она есть на всех рубашках. Готово! Вот она спинка, вот перед. Складываем эти две детали вместе лицевой стороной друг к другу и прошиваем боковушки в этих местах и плечики. Как только все прошито, подгибаем края в 2 раза. Для удобства закалите все булавками. Уж слишком много округлых частей. Это нужно сделать на горловине. И вот что у нас получилось. Вот так выглядит верхняя часть. Тут вы наблюдаете простроченную горловину. А эти пуговички расстегиваются. Пока отложим в сторонку и возьмемся за низ. Эту нижнюю округлую часть отрезаем. У нас должен получиться прямоугольник. Пуговички нам не нужны, поэтому расстегиваем их и делаем строчку вот в этом месте. У вас должна получиться вот такая труба. Один низ подогните в 2 раза и сделайте строчку, а другой край прострочите крупным швом и при сборте. Верх топа и низ вдеваем друг в друга лицевой стороной друг к другу и сшиваем по краю. Вот в этом месте. Та-дам! Вы можете остановиться и на этом моменте, прострочить рукава и все. Но мы продолжим и сделаем фонарики, а ткань возьмем из рукавов. На мужских рукавах столько ткани. Отрежьте все ненужное, манжеты, боковушку разрежьте, чтобы у вас получилось полотно. А теперь проведите линию чуть выше этого остатка манжета. Нужно использовать ткань по максимуму. Ширина нашего дальнейшего прямоугольника должна быть примерно 17 сантиметров. Проведите вторую горизонтальную линию и вырежьте. У вас должен получиться вот такой прямоугольнище. Сделайте точно такую же деталь из второго рукава. Сложите эти детали пополам лицевой стороной друг к другу и прошейте с краю, вот в этом месте. У вас должны получиться вот такие трубы или кольца. Один край подогните в 2 раза и прострочите. Второй край прострочите крупным швом и при сборте. У вас должны получиться вот такие колокольчики. Боковой шов рукава соединяем с нижним боковым швом рубашки. Соедините края, приложив детали лицевой стороной друг к другу. Прошейте вот в этих местах. И наша прекрасная легкая летящая блузка готова. Как же она мне нравится. Мне очень нравится ткань, в ней так комфортно. Можно наедаться в столовке и никто ничего не заметит. Еще несколько идей с блузкой. Можно сделать нашивку. Кто умеет вышивать, ну
точно не я. Поэкспериментируйте с тканью, это может быть лен, либо что-нибудь яркое и повседневное. Блузка заиграла уже совсем по-другому. И это наша следующая рубашка, черная, в клетку. Как же мне нравится этот принт. Я бы себе такую рубашку хотела, только чуть поменьше. Гораздо меньше. Из этой рубашки мы сделаем платье. Универсальное. И для этого наденьте рубашку на себя и наметьте места, где у вас заканчиваются плечи. По ощущениям, это где-то здесь. Вот как-то так. Ну, это примерно. Теперь наметьте глубину вашего декольте. У нас скромное платьюшко, поэтому где-то здесь. Чуть выше предпоследней пуговицы. Наметьте начало лямок. Вот прям в местах, где заканчиваются вот эти отвороты, это и будет наш вырез. Ну вот и все. Думаю, этого достаточно. Переходим на стол. От плечиков, от шва я отмерила 36 сантиметров. Это мое расстояние от плеч до талии. Да, в этом месте у нас талия. Это расстояние у вас может быть другим, поэтому мерьте прямо на себе. Узнайте параметры обхвата вашей талии. Это число поделите пополам. Это и будет ширина этого отрезка талии. Я добавила по 2 сантиметра с каждой стороны, чтобы оно не было слишком тугим. На учебу все-таки нужно, чтобы все было комфортно. От этой точки вверх измерьте 17 сантиметров. Здесь будет начинаться пройма. Место для подмышек. Соединяем эти две метки вместе, а эти две точки соединяем дугой. Также прочертите линию для горловины, а также прочертите линию от талии до низа. Закалите рубашку булавками, чтобы ткань не ходила. И теперь вырезаем выкройку с припусками на швы 1,5-2 сантиметра. Надеюсь, вы это запомните на всю жизнь. Какая красота! Уже похоже на платье. Его нужно вывернуть, сложив лицевой стороной друг к другу и прошить боковушки. Горловину и рукава подгинаем в 2 раза и делаем строчку на швейной машинке. И все, платье готово! Кстати, из рукавов вы можете сшить пояс, но это уже по желанию, можно запоясать и кожаными ремнями. К примеру, вот таким тоненьким. Как вам? Так, у меня еще есть вот такой, пошире, более брутальный. Либо третий вариант. Напоминает что-то ковбойское. Мне нравится, настроение уже совсем другое, да и стиль тоже. Проголосуйте в комментариях, я жду. Да, у такого платья тоже куча вариаций, с чем можно носить. Это может быть белая рубашка, либо кружевная блузка. Можно носить с водолазкой, будь то белая или черная, а также в расстегнутом виде, как жакет. Он отлично будет смотреться как с юбкой, так и с джинсами в более повседневном виде. Ну что, как вам? Носили бы такое в школу? Дает ли вам свободу в выборе одежды или вам приходится довольствоваться выбором между черной юбкой и черными брюками? Готова читать ваши комментарии. Не забывайте про мой второй канал Айсулу Нуртаева, кликайте вот сюда, а это мой канал Fancy Something. Подписывайся, если ты здесь впервые. А здесь первая часть, переделка мужской рубашки в платьюшки, они очень красивые. Ну а сюда я вставлю видео, где я крашусь и болтаю. Многие любят смотреть такие видео с чаечком. Поэтому welcome. Ну а я с вами прощаюсь, и мы увидимся с вами в следующем видео. Всех целую, всем пока!